Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас всех на канале. Сегодня у нас красивый влог из разных мест, в разные дни снимала. Все это август-сентябрь. И за кадром, я думаю, чтобы вы не просто смотрели на Германию, поговорим опять о каких-нибудь немецких привычках. Потому что мне попались, например, видео, где кое-что говорилось о немцах, и некоторые вещи я не могу подтвердить, некоторые могу, потому что уже 31 год в Германии я живу, поэтому мне как-то это все очень очевидно и видно. Вот сейчас у нас после 30 градусов резко упала температура, утром было уже +7, это было прям очень-очень холодно. Ну, днем еще тепло, но утром уже многие надели пуховики. И, например, немцы говорят, что лучше одеться теплее, теплые там тапочки такие, тапочки-сапожки такие тут продаются некоторые, как уги такие домашние, чем переплачивать за счет за отопление. Ну и они говорят, что так лучше молодость сохраняется, если вы не натапливаете сильно квартиру и не пересушиваете свою кожу, например. И немцы делают так. Я, может быть, рассказывала об этом, но сейчас это актуальная тема, а может и нет, я не помню. То есть немцы, если включают батарею, надо закрыть окна. Сейчас на экране вы видите, между прочим, начальную школу. Огромнейшее, красивейшее старинное здание. Очень красивая. Это торец, так сказать, и она еще продолжается туда внутрь. Там, по-моему, 4 этажа, если не все 5. В общем, очень-очень красивая вот такая вот школа. Я в такой училась с удовольствием. Я имею в виду архитектуру сейчас. Видите, как какие-то лица. В общем, очень красивая такая. Так что в Германии это так. Лучше, значит, включить батарею на полчасика, прогреть как следует, при этом закрыв окна, квартиру прогреваете вы, и потом выключаете батарею, одеваете что-нибудь тепленькое и вот так вот находитесь в квартире. Многие переходят из-за вот именно экономии, из-за высоких счетов, переходят на энергоресурсы, и очень многие устанавливают себе на крыше солнечные батареи, если это возможно. Также, видите, какая погода? Было очень-очень жарко в этот день. В общем, погода у нас прыгает. Также хочу сказать, что здесь вот существует миф о неухоженных немках. Все, я вам хочу сказать, очень утрированное. Многие вот делают люди видео о том, блогеры, что за несколько лет проживания в Германии вы будете носить только тут джинсики, кроссовочки и курточки. Я вам хочу сказать, что ничего подобного. Все зависит от человека, что он носит и как он одевается. Есть абсолютно разные люди, женщины, мужчины. Есть супер ухоженные, есть неухоженные, есть в тренде, есть такие, которые всю жизнь одно и то же носят. Но хочу сказать, что в общем, конечно, немки отличаются от россиянок, немки и те, кто проживает в Германии, так как здесь одеваются по-другому. Еще хочу сказать тем, кто думает, что в Германии все скучно одеваются. Я, например, у меня глаз наметан, я в курсе всех трендов, и я вижу очень красиво одетых людей часто. Есть очень стильные мужчины, во всяком случае, я их вижу. Смотря вот, например, стрит-стайлы Питера и Москвы, вот я читаю комментарии, и всем очень нравится, как они одеты. Вот мы такие самые красивые, самые-самые. Ну, что я хочу сказать. Да, многие одеты модно, но я, честно говоря, редко вижу людей, вот, которые, на мой личный взгляд, одеты реально стильно, вот с ног до головы. Мне лично вот, ну, это мой вкус, мне лично ближе вот стрит-стайл Швеции, Японии. Вот мне нравится, как они одеваются, и этого для меня достаточно. Просто, но не просто. То есть у них есть какая-то вот модная
модная какая-то штучка одна, которая вот преображает стиль всего образа. Вот это мне нравится, а не с ног до головы, когда люди одеты специально наряжаются, как бы они как вот с обложки, и получаются, на мой взгляд, чересчур они старались одеться. Ну, на мой взгляд, так. Пишите ваши наблюдения в комментариях. Я сейчас говорю о стиле Москвы, Питера, те, которые я вот смотрю. Также мне попадались ролики, в которых люди, которые переехали в Германию или какое-то время жили в Германии, прямо недоумевают и фукают, почему немцы любят есть сырой фарш. Он тут называется мед. Во-первых, это не просто фарш, а это свежайший фарш с луком, со специями, то есть он приготовленный. Его намазывают на не менее вкусный хлеб, тут сортов безумное количество. Сверху часто кладутся такие колечки лука, зелень, и я, например, обожаю такую закуску. Очень ароматная, приятная закуска. Татар же едят и ничего. Вот, кстати, я вам показываю, там зайчик притаился, и у него такой беленький, вот, который вы видите, беленькое пятнышко, это его хвостик торчит. Он просто застыл в кустах от страха и вот так вот стоял. Так вот, еще я часто слышу, что немцы якобы маниакально помешаны на пиве. Ну, так тут я хочу сказать, пиво настолько прекрасное, я сама его обожаю. Качество, вкус и разнообразие сортов в Германии этого пива на высшем уровне. Люди поколениями, столетиями занимаются этим делом. Так что любовь к качественному напитку совершенно оправдана, во-первых. Но это все клише, я вам хочу сказать. Да, многие пьют пиво, но точно так же многие его не пьют вообще. То есть, сейчас поясню. Немцы многие считают, что минеральная вода или просто вода – это прямо от всех болезней. И ее надо очень много пить, и ты, в общем, не будешь болеть. А соки, которые продаются, в чистом виде пить нельзя, потому что там очень большая концентрация каких-то консервантов, сахара очень много, поэтому обязательно сок надо разбавлять. Поэтому они всегда разбавляют, ну, очень часто, на 95%, разбавляют сок водой, либо холодной водой, либо минералкой такой газированной. И это, ну, очень-очень такое распространенное дело. Например, очень многие, я сначала была вообще тоже в недоумении, как это так, это же невкусно и вообще как-то странно, но очень многие в ресторанах заказывают себе шорли из вина, то есть его делают из белого и красного вина, прям просят официанта разбавить 1 к 1 вино с минеральной водой, например. И вот вам, пожалуйста, в жару вместо пива охлаждающий напиток. Точно так же они с удовольствием разбавляют все соки. Это нормально. Еще хочу сказать, что собаки в Германии, они очень популярны среди вот, домашних животных, самые популярные. И многие парки, парикмахерские, какие-то заведения, кофейни, рестораны принимают с удовольствием у себя собак, то есть не запрещено с ними входить, сидеть, даже на ручках там они сидят за столом, если они маленькие. Так что вы можете спокойно привести свою собаку куда-то с собой в кафе, и ее угостят там и водой, и иногда едой, или заказать вы можете ей какую-то еду, и она будет сидеть себе спокойненько рядом с вами и тоже праздновать какой-нибудь там, не знаю, праздник. Еще не так давно стали разрешать приводить собак, иногда и кошек, например, не во всех, конечно, больницах, но в некоторые больницы, и к некоторым пациентам, которые лежат, допустим, долго, их питомцев прямо туда, в больницу, потому что общаться, чтобы они могли их там как-то с ними покоммуницировать, потому что онлайн-общение не дает такого общения, как надо, а медицина считает, что это способствует выздоровлению пациента. Посмотрите, какая у нас
прекрасная погода. Было плюс 30, и когда пошел этот ливень, резко похолодало, потому что был град. И вот у нас целую неделю прям очень-очень холодная температура, по утрам плюс 7. И я надеюсь, будет бабье лето. Во всяком случае, так обещают. Со следующей недели опять тепло. И еще кое-что расскажу, если успею, конечно, вам. В Германии очень популярен фудшеринг. Это спасение еды, так сказать. Например, магазины отдают спасателям еды. Есть такие специальные люди, вот, которые организовывают забор этого товара. Товары совершенно разных категорий, и это еда имеется в виду, с просроченной только что датой, допустим, или остатки какого-то товара с непросроченной датой, овощи, фрукты, все что угодно. То есть не за деньги, а даром. Забор в ресторанах происходит подобным образом. Еда, которая остается, например, после завтрака или обеда, эти шведские столы и так далее, какие-то нарезки, булочки, блинчики, еда любая, в общем, салаты, отдается желающим, которые, вот, например, бронируют ее через сайт, специально там, кто этим занимается. Ну, и либо вот эти люди забирают все сразу и потом раздают там через какие-то группы организованные. Пекарни, вот у меня был всегда вопрос, куда девается вот этот хлеб, они же не успевают его весь продать в пекарнях, а пекарня здесь на каждом шагу в Германии. Так вот, пекарни ежедневно отдают вот этим фудсейверам, которые спасают еду, десятки килограмм хлеба в день, булочек, сладкой выпечки, потому что здесь никогда не принято выкладывать вчерашний хлеб в булочной. В Германии хлеб один из самых таких потребляемых продуктов, и его обязательно едят на завтрак и ужин. Днем обычно немцы его не употребляют, но булочки, бутерброды едят все время. Например, школьники после школы прям сразу покупают обязательно булочки, какую-то другую выпечку и едят. И вот таким образом очень много еды не пропадает и не выбрасывается. А кто-то экономит свой бюджет. На этом все на сегодня. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.